Это я удачно зашел. Snoop Dogg. Прославленный американский рэпер, продюсер, бизнесмен и актер. Он заслуженно занимает одно из главных мест в плеяде законодателей музыкальных трендов. Чрезвычайно одаренная личность, помноженная на кипучую энергию и дерзкий нрав, оставили в его судьбе след в виде регулярных проблем с законом, американских горок в личной жизни и ярких образов. Смотрите это видео, которое мы сделали по просьбам наших подписчиков, чтобы ближе познакомиться с неподражаемым Снупом. Микс-шоу представляет Snoop Dogg. Как живет легенда рэпа и куда тратит свои миллионы? Кельвин Кардазар Бродус-младший родился 20 октября 1971 года в семье Вернелла Вернадо и Беверли Тейт в калифорнийском городе Лонг-Бич. Отец мальчика, прошедший Вьетнам и игравший на тамбурине в музыкальной группе с религиозным уклоном, ушел из семьи, едва Кроха появился на свет. И фамилию ему дал отчим. Однако именно родному отцу Кельвин обязан недюжинным музыкальным талантом, который проявился достаточно рано. В детстве будущая звезда музицировал на пианино и пел в церковном хоре. В 6 классе на смену классическим мелодиям пришел отвязный брутальный рэп, не полюбить который у Кельвина просто не было шанса. Семья жила в криминальном районе. Мальчик быстро влился в субкультуру, начал придумывать свои первые тексты и мелодии, мечтая при этом о спортивной карьере квотербека. Уже в средней школе парень вступает в Крипс, одну из самых масштабных американских банд, занимающуюся распространением наркотиков. Закончив школу, юноша поступил в Калифорнийский политехнический колледж, но не успев получить образование, загремел на полгода в тюрьму, куда он систематически наведывался и после окончания колледжа на протяжении 3 лет, с 1989 года. Обретя свободу в 1991 году, парень решил плотно заняться музыкой и начал записывать демо под псевдонимом Snoop Doggy Dogg в честь персонажа известного мультсериала «Любознательной собачки Снупи», а еще потому, что так его называла мама. Это решение было вознаграждено судьбоносной встречей с легендарным продюсером Доктором Дре, которому попала демо-кассета Снупа. Обладая профессиональным нюхом на таланты, Дре берет Снупа под свое крыло и уже в следующем году записывает совместно со своим подопечным саундтрек к фильму «Под прикрытием», а также подключает его к работе над своим альбомом «The Chronic». Благодаря активной раскрутке дебютный альбом самого Снупа «Doggy Style» ожидается с таким ажиотажем, что еще до официального релиза на него было получено свыше 1,5 миллиона предварительных заказов. Пластинка стала самым ожидаемым событием 1993 года в своем жанре и заслуженно получила одобрение публики. В классику хип-хопа превратилась песня «Gin and Juice», в то время как Snoop Dogg стали приводить в пример как жена-ненавистника противники гангста-рэпа. Сам Снуп в это время по девочкам не бегал, предпочитая разовым увлечениям серьезные чувства. Со своей любимой Шанте Тейлор певец познакомился еще в школе, и уже в 1994 году у пары родился сын Корде. Трек «Gin and Juice» был отмечен не только поклонниками, но и различными премиями. В частности, был номинирован на Грэмми, а также оказался на 8-й строчке престижного американского чарта Billboard Hot 100. Но криминальное прошлое восходящую звезду сцены не отпускало. Так, еще во время работы над альбомом Doggy Style он был остановлен полицией за нарушение правил дорожного движения. И в машине был обнаружен пистолет. Снуп был приговорен к штрафу в $1000, 3 публичным упоминаниям о преступлении в прессе и 3 годам испытательного срока. А одна из церемоний MTV запомнилась неприятным инцидентом, который впоследствии добавил еще один плюсик в имидж брутала и гангстера. Прямо на мероприятии Снуп был арестован в связи с подозрениями в убийстве. Как сообщалось, член одной из банд Лос-Анджелеса был убит выстрелом телохранителя рэпера. Сам артист в это время находился за рулем автомобиля. Оба были оправданы, поскольку адвокату удалось доказать, что речь шла о самообороне. Творческая деятельность Снупа даже попала под прицел правительства США, которое обсуждало влияние гангста-рэпа на общество и выражало обеспокоенность ростом его популярности. Но, несмотря на разговоры в Конгрессе, армия поклонников Снуп Догга росла не по дням, а по часам.
а уголовное дело только добавляло ему популярности. В 1996 году артист основал звукозаписывающую студию Doggy Style Records и презентовал второй альбом под названием The Dogfather, который посвятил покойному Тупаку Шакуру, с которым был очень дружен. К слову, именно Doggy Dogg стал тем миротворцем, который положил конец вражде между рэп-группировками Запада и Востока США, в которой погибли очень многие талантливые люди, включая Тупака и Notorious Big. В 1997 году Снуп вышел в эфир вместе с рэпером Востока Паффом Дэдди, в котором они официально объявили об окончании противостояния, а также призвали молодежь к мирному сосуществованию. Возможно, таким благодушным настроением он был обязан двум очень приятным событиям. Они с Шанте наконец поженились, и у пары родился второй сын, которого назвали Кардел. В 1998 году певец подписал контракт с лейблом No Limit Records и сократил псевдоним до Snoop Dogg, выпустив в течение нескольких лет 3 альбома: The Game Is To Be Sold Not To Be Told, No Limit Top Dog и The Last Meal. Все это время артист старательно эпатирует публику, культивируя образ гангстера, растамана и сутенера. Запоминающимся стало его появление на церемонии MTV Video Music Awards в компании полуобнаженных красавиц, которых он вел на поводках. В семье же их с женой ждало пополнение. В 1999-м родилась дочь Кори, которую счастливый отец зовет «Моя шоколадка». Правда, годом ранее у него родился внебрачный сын от отношений с Лори Холман, Джулиан Кори Бродус, которого рэпер признал лишь в 2007-м. Шестой студийный альбом Snoop Dogg под названием «Pay the Cost to be the Boss» артист выпустил в 2002 году уже под собственным лейблом Doggy Style. А ранее он записал 2 альбома в составе хип-хоп группы The East Siders. Когда гангстерский рэп вышел из моды, Snoop быстро перестроился и в 2004-м выпустил альбом Rhythm and Gangsta. А крайне успешный сингл «Drop It Like It's Hot» впервые в карьере принес ему первое место в горячей сотне Билборда. Кроме того, он вошел в состав хип-хоп группы 213, записал с ними альбом и попробовал свои силы в кино, снявшись в комедии «Старский хач», за которую получил $500 тысяч. С ними не будет проблем. Слово даю. Это ведь мой район. Забыли, надо наказать. До этого момента артист тоже светился в кино, но в основном в эпизодах или роли самого себя. Всего на счету рэпера свыше 40 работ, включая сериалы и анимационные проекты. Особенно Снупу, обладающему очень пластичным голосом, удается озвучка. Он может воспроизвести буквально все, от звуков, которые издают дикие животные, до уморительных голосов мультяшных персонажей из «Семейки Адамс», «Футурама» или «Губка Боб. Квадратные штаны». Его талант нашел применение также и в озвучке компьютерных игр. С его участием с 2003 по 2015 вышли 5 игр, включая такие известные как Call of Duty и True Crime Streets of LA. Как гром среди ясного неба в 2004-м появляется новость о том, что Снуп и его супруга разводятся. В качестве причины расставания артист указал непримиримые разногласия, что в переводе с голливудского может означать «все что угодно». Как тут не вспомнить темную историю с гримершей Кайли Белл, которая обвинила Снупа и нескольких его друзей в том, что, предварительно накачав ее наркотиками, они подвергли ее сексуальному насилию и избили. Женщина оценила ущерб в $25 миллионов и подала иск в суд Лос-Анджелеса. Однако Снупу удалось выйти сухим из воды. На руку артисту сыграли срок подачи иска, который к тому времени превысил 6 месяцев, а также попытки женщины договориться с обидчиками полюбовно. В распоряжении Дога оказались доказательства того, что Кайли просила за свое молчание 5 миллионов, что было приравнено к вымогательству, а адвокаты певца быстро подали встречный иск. Теперь уже сам Снуп требовал от гримерши огромные деньги. Но в итоге тяжба свелась к взаимному отзыву претензий, и вскоре история забылась. Однако карма – дама суровая, и начиная с 2006 года Снупа начинает преследовать череда скандалов, преимущественно в аэропортах мира. В апреле 2006-го артисты и часть его группы были задержаны полицией в лондонском аэропорту Хитроу. Причиной стал погром, который мужчины учинили из-за того, что некоторых из них не пустили в вип-зал аэропорта.
Возмутившись запрету, разъяренные рэперы ворвались в магазин Duty Free, где принялись кидаться бутылками с виски. В результате потасовки пострадало 7 полицейских, а Снуп и его друзья провели ночь за решеткой. На следующий день все были выпущены под залог, однако выходка обошлась дорого. Был сорван концерт в южноафриканском Йоханнесбурге. Компания British Airways занесла Снупа в черный список, а власти Великобритании запретили въезд на территорию страны. Буквально через полгода Снупа задержали в аэропорту калифорнийского округа Ориндж из-за найденной у него складной полицейской дубинки. Артиста арестовали, дубинку изъяли, предъявив несколько обвинений, и отпустили под залог в $150 тысяч. Вскоре его несколько раз задерживали с привычным для него набором из травки, кокаина и оружия. А в 2007-м власти Австралии отказали во въезде в страну, куда он направлялся, чтобы принять участие в музыкальной премии. Поводом послужило криминальное прошлое артиста и волна негативной информации в связи с арестами и обвинениями в США. В ответ на это австралийский дивизион MTV создал специальный сайт в поддержку певца и объявил сбор подписей за то, чтобы ему предоставили австралийское гражданство. Впрочем, акция ничем не увенчалась, оставшись лишь хорошим пиар-ходом. Где-то между судами рэпер записал 8-й сольный альбом «The Blue Carpet Treatment», а в 2008-м выпустил свой самый откровенный и чувственный альбом «Ego Tripping». Тогда же, проходив в холостяках 4 года и повстречавшись с несколькими красавицами, Снуп воссоединился с бывшей супругой, женившись на ней снова. 10-й студийный альбом Snoop Dogg, вышедший в 2009 году, не пользовался коммерческим успехом. Тогда же рэпер отметился в совместных работах с российскими артистами Ирсен Кудяковой и Тимати. Эта коллаборация вызвала у публики немало споров, поскольку многие не верили в то, что Снуп бесплатно снялся в совместном клипе с лидером Black Star. Однако российский рэпер стоит на своем. Дескать, был договор о том, что за 3 года он существенно вырастет в творческом плане, и тогда совместная работа будет от Снупа своеобразной наградой. Также упор делался на то, что и для американской звезды это отличный шанс засветиться перед русскими толстосумами, с дальнейшим прицелом на выгодные частные концерты. В это же время происходит еще одно неординарное событие. В филиале музея Мадам Тюссо в Лас-Вегасе устанавливают восковую статую Снупа. Подобной чести среди представителей рэп-культуры до него удостаивались только покойные Тупак Шакур и Бигги. В 2011-м рэпер выпускает альбом Documentary, а затем в очередной раз меняет творческий вектор и псевдоним. Теперь исполнитель называет себя Snoop Lion, образно трансформировавшись из собаки в льва. Получив на Ямайке крещение в растафарианство, певец с головой окунается в новый стиль и выпускает сингл «Ла-ла-ла», в котором жесткий рэп сменился мелодичным и расслабляющим регги. А затем и целый регги-альбом. Затем он меняет имя на Снупзилла, чтобы записать альбом в стиле G-Funk. Однако время перезагрузки продлилось недолго, и уже в 2014 году Снуп возвращается к своему прежнему образу. В том же году продюсером Снупа становится Фаррелл Уильямс, под руководством которого в 2015 году певец выпускает свой новый альбом «Буш». В его записи приняли участие многие ритм-энд-блюз-музыканты, в том числе Стиви Уан. Популярность приобрели такие песни, как «Wet», записанная с диджеем Дэвидом Гетто, «Oh My God» с Арашем и «Young, Wild and Free» с Уиз Халифой и Бруно Марсом. В 2016 и 2017 годах рэпер выпустил альбомы «Kool-Aid» и «Never Left», не получившие большого коммерческого успеха. Но сингл «Lavender», а точнее видео на него, привлекло общественное внимание. В нем он убивает из игрушечного пистолета клоуна, стилизованного под Дональда Трампа. Санкций со стороны действующего президента и его администрации не последовало. Трамп лишь вскользь обмолвился, что подобная выходка в сторону Обамы обернулась бы для Снупа тюрьмой. Воодушевившись, рэпер публикует новый музыкальный мем, в котором Владимир Путин играет на рояле, а Трамп одобрительно ему кивает. Вообще, с приходом эпохи социальных сетей Снуп не устает радовать своих фанатов различными мемами и юмористическими видео в своем Инстаграм.
в котором на данный момент у него свыше 65 миллионов подписчиков. В том же году Snoop Dogg выпустил клип на песню «Last Name», в котором снялась его жена Шанте. Видео содержит архивные кадры их совместной жизни, а в тексте песни рэпер признается супруге в любви и говорит, что сильно изменился. Шанте действительно прошла со Снупом многое и простила ему множество измен. В них он сам признавался в одном из треков, говоря, что чуть не потерял свою королеву, развлекаясь с другой. В 2018 году рэпер выпустил альбом Bible of Love, что в переводе означает «Библия любви», благодаря которому неожиданно получил признание христианского сообщества в США. Кроме того, на Аллее Славы в Голливуде была открыта звезда Снупа. А в благодарственной речи после фанатов, семьи, коллег и своей команды он не забыл поблагодарить и себя. Это событие вошло в клип на песню «I Wanna Thank Me» из одноименного альбома. В соцсетях знаменитость старается быть максимально открытым со своими поклонниками и делится не только радостными событиями и весельем, выкладывая порой и печальные новости. В конце октября 2021 года стало известно о смерти любимой матери Снупа. Он написал об этом полный грусти и обожания пост в своем аккаунте, подчеркнув, что всему светлому, что есть в его жизни, он обязан именно ей. Снуп во всем большой оригинал, и даже из своей привычки везде и всегда курить травку он сделал первоклассное шоу. Несколько лет назад он сделал заявление в американском радиоэфире о том, что нанял профессионального скручивателя косяков. Помимо ловких пальцев, сотрудник должен обладать хорошей интуицией и по одному взгляду Снупа понимать, что тому необходима подзарядка. За хорошую работу выплачивается приличная зарплата в $50 тысяч в год. А также предоставляется неограниченный доступ к марихуане. Товар, надо сказать, у Снупа первоклассный, что может подтвердить известный голливудский актер Мэтью МакКонахи, который во время съемок фильма «Пляжный бездельник» случайно выкурил предназначенную Снупу травку, после чего 13 часов подряд читал рэп. Надо сказать, что с возрастом Снуп решил взять себя в руки и следить за здоровьем. Он старается выкуривать в 3 раза меньше марихуаны в день, чем раньше. Также Снуп является поклонником растительной пищи, хотя полным веганом не является. Он даже инвестировал в бренд Beyond Meat, выпускающий заменители мяса на растительной основе. Певец пропагандирует растительный белок при любом удобном случае. Например, снявшись в рекламе веганских сэндвичей от Dunkin' Donuts и угостив гостей вечеринки, устроенной по случаю получения Грэмми, веганскими бургерами от Beyond Famous Star. Это далеко не единственный в жизни рекламный контракт Снупа. В 2010 году рэпер поучаствовал в целой маркетинговой войне между гигантами Pepsi и Coca-Cola. Dogg снялся в рекламном ролике на стороне Pepsi, представители которой сделали ставку на авторитет селебрити. Также певец стал лицом бренда DIY, выпускающего интеллектуальные системы безопасности для дома. Snoop Dogg, помимо прочего, еще и талантливый бизнесмен. Правда, активы у него весьма специфические. Он владеет брендом бумаги для самокруток, а также, по некоторым данным, является продюсером порнофильмов. Вооружившись девизом «Делай то, в чем разбираешься», в 2015 году он решил вложиться в развитие стартапов по производству и продаже легальной марихуаны. На эти цели рэпер готов был потратить $25 миллионов. В итоге свет увидел бренд Leaves, который занимается выпуском различных сортов марихуаны и сладостей на ее основе. Все это соседствует с женской футбольной командой, одеждой, наушниками, скейтбордами, игрушками для собак, линии которых он выпускает. Летом 2020-го Snoop выпустил собственную мобильную игру Snoop Dogg's Rap Empire, в которой любой желающий может почувствовать себя настоящей рэп-звездой. Записывать треки, подписывать контракты с лейблами, выступать на концертах. Он вообще идет в ногу со временем. Например, обожает стримить в Twitch, что иногда приводит к курьезным моментам. Увлекшись игрой, певец может забыть выйти из стрима и несколько часов кряду транслировать гостям пустую игровую комнату или отчаянно материться, проиграв. Самое интересное, что сами посетители считают это страшно забавным, и при обычном числе зрителей в 5-40 тысяч при очередном зависании Снупа на стрим стекается порядка 200 тысяч человек. Это наводит на мысль о том, что такое поведение может быть совсем не случайно. Ведь Dogg держит руку на пульсе и в курсе самых актуальных молодежных трендов. Недавно стало известно о том, что артист поддержал приложение Triller, которое создали в качестве альтернативы TikTok.
В апреле 2021-го Snoop выпустил клип «Say It With Your Booty», который одновременно является рекламой новой площадки для музыкального самовыражения. Естественно, что при такой высокой деловой и творческой активности Snoop Dogg – богатый человек. На сегодняшний день состояние певца оценивается в $150 миллионов. В среднем в год он зарабатывает 15 миллионов, которые ему приносят выступления, роялти и гонорары с музыкальных продаж, съемки в кино, продюсирование лейбла, рекламные контракты, а также концерты, стоимость которых может доходить до $105 тысяч. Тратить свое богатство Снуп предпочитает на автомобили и недвижимость. Свой первый дом он приобрел в далеком 1994 году за $660 тысяч. Рэпер обожает комфорт и обладает собственным видением пространства, поэтому привнес изменения по своему вкусу. В частности, произошло расширение общей площади с 278 до 557 квадратных метров, что позволило организовать домашнюю звукозаписывающую студию. Жилье звезды в средиземноморском стиле было показано в эпизоде шоу MTV «По домам», в котором сам Снуп провел для зрителей экскурсию, показав роскошные интерьеры, бассейн во дворе и баскетбольную площадку. Уютное гнездышко в Клермонте знаменитость продал в 2007 году за $1,8 миллиона. В 1998 году за $720 тысяч он купил еще один особняк в Даймонд Бар, Калифорния, и до сих пор живет в нем. Дом площадью 350 квадратных метров располагается в живописном пригороде Лос-Анджелеса. В 2018 году рэпер нанял строителей, которые должны были отремонтировать и обновить дом. Однако выполнили свою работу из рук вон плохо. Рассердившийся Снуп даже подал иск на $500 миллионов. Однако тяжба длится по сию пору. Убедиться в некомпетентности работников невозможно, как и заглянуть внутрь особняка. На этот раз рэпер не распахнул двери своего дома перед публикой, как в случае с его предыдущим домом, решив оградить частную жизнь от посторонних глаз. Это правило не касается парка его автомобилей, который столь же оригинален и противоречив, как и его владелец. Жемчужиной коллекции по праву считается Cadillac DeVille 1967 года, украшенный огромным логотипом певца и портретами его сыновей. Ретромобиль, естественно, в идеальном состоянии. Салон обшит дорогой кожей темного оттенка, а также украшен небольшой хрустальной люстрой. Второй DeVille уже 1968 года белого цвета украшен портретом самого Снупа, а дополнением служат цитаты из Библии и молитвы. Любовь к жене и дочери также нашла свое место на одном из роскошных автомобилей рэпера. Темно-синий Бьюик Ривьера 1967 года выпуска украшают их портреты и надписи «Я и мои девочки», а также ангелы Догга. Из современных игрушек в гараже Снупа имеется Chrysler 300C 6 года, который концерн подарил певцу за успешное сотрудничество с брендом. Среди множества классики в коллекции Дога есть поистине невероятные образцы. Например, трехколесный Бэтмобиль Polaris Slingshot, который обошелся певцу всего в $27 тысяч. Электромобиль Tesla X, а также потрясающий воображение школьный автобус. В начале нулевых Снуп тренировал детскую футбольную команду Rowland High School и специально для них купил автобус, дополнив его 27 экранами, 70 динамиками, чтобы дети в дороге могли смотреть фильмы или играть в приставку. Снуп обожает тематические авто. Например, в его коллекции до недавнего времени был канареечный кабриолет Pontiac Parisienne 96 года, посвященный любимой баскетбольной команде рэпера Lakers. На капоте, помимо легендарных игроков вроде Шакила О'Нила и Мэджика Джонсона, изображен и сам Снуп. В самом центре и с мячом в руках. В 2016 году он подарил это уникальное авто легендарному игроку Коби Брайанту, объявившему об окончании своей спортивной карьеры. Догу вообще не чужды широкие и альтруистические порывы. Он часто помогает деньгами нуждающимся или больницам. Одной из традиций стала раздача малообеспеченным людям индеек ко Дню Благодарения. Так, в 2015 году Снуп и мэр калифорнийского города Инглвуд собственноручно раздали местным бедным семьям 1500 индюшек. Недавно отметивший свой полувековой юбилей артист продолжает активно работать и радовать поклонников. Только в 2021 он выпустил свой 18-й студийный альбом «From the Streets to the Suits» – «С улиц в люксы» и сборник «Алгоритм».
Big subwoofer bouncing like a trampoline. Если задуматься, сколько этот удивительный человек сделал и пережил за последние 30 лет, то становится очевидно. Это неиссякаемый источник энергии и генератор гениальных идей. Он достаточно молод, богат, полон сил и готов подарить нам еще много ярких проектов. Поделитесь вашим мнением. Что же это может быть? Кино? Новый музыкальный жанр? Необычная коллаборация или что-то принципиально новое? Если вам понравилось видео, ставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить много интересного.